кому угодно может спозировать этот герой вот так. Вообще у меня есть какой-то вот дух гопаря. Блин, мы тебя позвали, потому что ты такая и есть. Да почему я себе не нравилась? Называю это эффект фисташки. Фисташки. Я в шоке, хочу все, я такая голодная. День в офисе, я всегда в офисе, я обожаю быть в офисе. Жир! Сегодня мы снимаем Сашу Жаркову, соосновательницу коммуникационного агентства Setters, человек, который все делает, как будто бы это очень легко, и у которого я постоянно подсматриваю луки в Инстаграме. Мы не виделись давненько и решили прокатиться по местам, где снимали наши любимые голливудские фильмы, и посниматься там. Так что приятного просмотра. И если можно, поставьте, пожалуйста, там лайк сразу сейчас, а потом можете убрать, если видео вам не понравится. Спасибо. Я взяла очень милый платочек, который я купила, но совсем стесняюсь его надеть. Слушайте, я, кстати, с собой приперла в эту поездку к шапке, которая в Москве, ты такой, ну что-то как-то не очень. Есть розовая мохнатая шапка Жакмюс, я ее купила и ни разу в жизни не надевала. И вот я ее надела в Нью-Йорке. Юль, ну супер. Да? Конечно. Первый наш экспонат – это отель Regent, который был… Где он только не был, кстати. Ну, он такой, типа, знаешь, как Плаза в Нью-Йорке, наверное, да? буквально, да. Вот. Ну, еще и просто в Беверли-Хиллз, как будто в Мекке такой, знаешь, с этой жизни. Но мы тут пройдем из-за красотки, потому что ты упомянула красотку. Да. Ну и, в общем, что это старая добрая классика. Я сказала, мы не будем фоткаться, как бичары. Ну, а что время-то терять? Стоим вон на переходе. Как ты мне написала вчера про Грега Уильямса. Классный мужик, реально, в смысле, по ощущениям. То есть я понимаю, казалось бы, ну что такого, там, налейка, фото. Ну нет, это все самое с виду легкое, это самое сложное. Но реально вот мне то, что нравится в фотографии, это когда ты можешь какую-то показать эмоцию, которую ты от этого героя не получишь. Ну, понимаешь, несложно снять рекламу аромата, например. То есть что-то просто красивый, большой фэнси-портрет. Это приятно посмотреть, но я думаю, окей, но вот кому угодно может спозировать этот герой вот так, красивым лицом, томно глядя типа в камеру. А когда ты можешь выжечь что-то, что человек бы не увидел, или не показал бы другому человеку. Да. Хочется эксклюзива какой-то в картинке всегда, и это эмоциональный эксклюзив. Ну, и опять-таки, как бы я, наверное, как человек, который чаще стоит по ту сторону камеры, да, но очень важно, ну, как с тобой коммуницирует. Потому что там вроде бы при всей моей там какой-то открытости я могу прям зажаться, ну, мне дискомфортно, я не хочу там как-то позировать. А вот это ощущение расслабленности, легкости, вот его дают единицы, конечно. Сейчас так. Бля, Юль, честно, я бы так, конечно, не сделала. Все только ради вас, и с вами мне легче. Сейчас, подожди, а как бы ты сделала? Я бы сделала... Да. Не знаю, мне кажется, я на скамейках вот так всегда сижу. Так, окей. Вообще у меня есть какой-то вот дух гопаря. Типа мне все время хочется сесть на карты. Зубы классные у тебя. Слушай, кто-то мне недавно сейчас сказал какой-то комплимент смешной, я прям охренела. 4 человека мне написали, типа, что такой классный нос. И я такая, что? Мне никто никогда ничего не говорил про мой нос. Я теперь ни о чем другом думать не могу. Фига, ты как блогер умеешь? Конечно. Юль, заказывай. Блин, а ты помнишь такого чувака, Скотта Шумана? Стрит-стайл-фотограф, американец. Но он очень много ездил, снимал всякие недели моды и прочее. Я вот из таких помню Адама Каца. Но вот ты так выглядишь, что тебя хочется, как он, снять. Или чтобы он тебя снял. Потому что у него все такие были красивые, живые и настоящие, но которым повезло быть очень классными настоящими, которым не надо притворяться, чтобы… Я всегда вдохновляюсь такими людьми. Ага, потом сама не заметила, стала такой, да? Ну, не всегда получается такой быть, но я стараюсь. Блин, мы тебя позвали, потому что ты такая и есть, так что не прибедняйся. Че, поехали дальше, да, ребята? За хот-догами? Спасибо большое. А нет, сейчас не за хот-догами, сейчас другая локация.
А вот знаешь еще, кстати, вот мы с тобой говорили про фотографов, про там их харизму и там как ты перед ними открываешься или не открываешься. Сука, ну есть фотографы, ну вот у которых я уродина. Ну как такое было? Есть. Вот почему? То есть они меня так видят, или я не знаю почему. То есть есть фотографы, у которых я такая думаю, хотя встроенный фотошоп, типа почему? Вау, как классно, я что реально так выгляжу? Вот среди них Ваня Мудров, мне кажется. Где ты классно выглядишь. Да, Да, Ваня, да. кстати, правда. Ну, да, Ну, типа, у действительно. Вани все красивые. И есть люди просто, которые видят людей красивее. То есть есть люди, которым люди больше нравятся, а есть люди, которым люди не особо-то и нравятся. И они выглядят как-то криво, косо. И то есть все-таки есть люди, которые лучше получаются, например, на видео, а не на фото. То есть на видео они как бы в целом окей, а на фото, ну, прям жопа. И это связано, в частности, с тем, что на видео мы видим там себя 24 кадра в секунду, просто похоже на правду. То есть как в жизни мы видим, я поняла. мы так же видим. А фото — это типа 1/24. Ну да. И вот эту 1/24 нужно поймать так, чтобы попасть только в человек сам себя видит. Да. И как ты можешь сказать, я тебя тоже хорошо вижу. И вот это просто очень более точечная штука. Снять видео, мне кажется, именно человеку, чтобы он был симпатичным, красивым на видео, проще или, как минимум, реалистичнее. Согласна. Чем на фото. Фото надо поймать вот эту короткую как бы секвенцию. И сделай пол попы назад. Вот. Ага, все. Сядь смешнее на карте. Это еще про ожидание, как бы как человек себя чувствует в этот момент. Как-то часто бывает, я себя чувствую богиней, а тут почему-то я на фотке просто жирное чмо. Как бы как так получить? Типа, и у меня вот разрыв ожиданий. Вот. Ну, это, собственно, почему мы обычно, да, там, когда себя даже сами фоткаем, там, селфи или что-то, потом начинаем говорить, почему? Я же думала, что я намного лучше выгляжу. Но потом мое самое любимое, когда ты отматываешь на эти фотки там спустя, не знаю, полгода, например. Больше. Ты такой, да почему я себе не нравилась? Я же была это супер, жесть. просто. 100%. Хочется, ой, красиво. вау, it's beautiful. Знаешь как, если расфокусироваться, это точно не Америка на вид. Да, согласна. Так интересно, как если бы ты маленькая увидела себя в таком виде здесь. Как бы ты отреагировала? На картах, сидящую в меншине каком-то в Л.А. Я подумала, бля, какая-то прикольная девчонка, я бы хотела с ней дружить. Блин, мне кажется, это лучший ответ, кстати. Я бы хотела с собой дружить, потому что, наверное, все то, что есть сейчас, это запрос на то, чего раньше не хватало. Я, кстати, придумала прикольное этому название недавно. Я называю это «эффект фисташки». Почему? Ну, помните в детстве, фисташки продавались Да. в таких еще небольших пачках? Да. Пачка вот такая, а фисташек там вот столько. Да. И это было дороже всего. Дороже чипсов, дороже шоколадок. Дороже... Эти фисташки были самые дорогие. Да. И ты как бы такой, типа, фисташки. Боже, как вкусно. Надо растянуть удовольствие. И вот как бы... Фисташки. И фисташки для тебя всегда ассоциируются с какой-то очень недоступной роскошью. И сейчас у меня просто Женя любит фисташки, и он часто покупает, знаешь, типа, такие какие-то пачки, там, такие пакеты. И я, сука, каждый раз вот такая... Фисташки. Ну, в Америке мне вообще сносит крышу, когда мы заходим там в Whole Foods или куда-то, я такая, столько сладостей. А я так люблю сладости, и я понимаю, что они мне не нужны, я могу их все себе позволить. Не надо мне их все покупать и съедать, просто потому что я могу это сделать. Но я не знаю, когда это выветрится и пройдет. Лучше, чтобы это не выветривалось. Почему? Потому что ты получаешь больше удовольствия, чем человек, который всегда мог получить свои фисташки. Человек, который всегда мог получить фисташки, боже мой, да это... Он Представь, стопудово как... худой и с хорошей кожей, потому что он не жрет кучу сладкого. Блин, ну да, но это удовольствие такая ценная вещь, наслаждение, какое оно есть. И если ты можешь получить его дешевле, чем другие люди, кому-то для этого тачка нужна, а тебе фисташки. Как изменились фотографии, которые ты делаешь, в связи с тем, что ты очень много снимаешь в социал-медиа? Как отличается от того, как бы ты сделала, там, скажем, 8 лет назад? Слушай, мне кажется, что большая разница, которую я заметила сейчас, что мы раньше в целом все снимали меньше. То есть вот я, знаешь, даже листаю свою фотопленку по годам. Да. И, ну, типа, мне кажется, я сейчас за 2 недели снимаю столько, сколько я снимала там в 2015 за месяц. Отчасти где-то это хорошо, где-то это плохо. Просто раньше для нас каждый сантиметр не был контентом. Как изменились мои фотографии, которые делаю я? Да.
Но мне кажется, мы все, конечно, сейчас стали люто снимать на зуме. Это очень прикольно. Это правда, то есть ты уже просто, ты просто не сфоткаешь арку, ты такой, что там был какие-то details. Класс, отлично. Че, и мы теперь едем есть хот-доги в Pink Hot Dog. Класс! Кстати, вот тот дом, это дом, где снимали Большой Лебовский, там снимали Спайдермен. Мы обсуждали фильм «Отпуск по обмену». Да, Этот дом притворялся рестораном в Англии. Если что, где Кэмерон Диас и Джуд Лоу ели. Да, Ты это тоже шутишь? Видишь? Просто вот так. Я была уверена, что где-то, Суррей, там Да, что-то еще. да, это дом не настоящий, прикинь. Дом Суррей не настоящий. Вот эта шапка, оказывается, я ее взяла. Блин, какая классная. Смотри, как ты беззвучно смеешься. Ты что, отработано все. Все, постанова. Так, ага. Хорошее все. Ура. Погнали. Короче, это место славится тем, что там хот-доги с чили. Я в шоке, хочу все, я такая голодная. Подожди, я хочу этот анпекинг, молю. Давай, Юля, я буду зумить. Ты понимаешь, да, что самый жесткий твой? Жир. Димочка кофе привез, какое счастье, какая радость, какова забота. Оп. Так, и поставить Как все хочу. Сейчас. кайфарики. Сейчас, вот так. Блин, кайф. Я после этого должна не есть неделю. Так, все, я больше не могу из-за этого звука. Ребят, я не понимаю, как вы это все снимаете, не идите. Ты же вся в нем. У меня ощущение, если нужно назвать самого занятого человека в Москве, это будет Саша Жаркова. И у меня еще ощущение, я могу ошибаться, у вас куча проектов, понятно, что есть Setters, есть Setters Education, у вас даже инвестиционный фонд уже открылся, Refill, да. Понятно. Setters Media Setters Media еще, да. То есть это то, где тебе приходится больше, хотел сказать, работать руками, потом хотел сказать, работать ртом, а потом поняла, что лучше вообще ничего не говорить. Но, работать. Да, просто работать. Есть, так скажем, такие, мне кажется, у меня 3 смены дня. Первое – это такой спорт, завтрак, какая-то персональная рутина. Второе – это такой день в офисе. Я всегда в офисе, я обожаю быть в офисе. И есть 3-я смена. Это обычно какие-то ивенты вечерние. Причем это не только могут быть рабочие ивенты. Что меня здесь, кстати, так поражает, да, в Штатах, и от чего я сейчас в шоке, от того, что как только здесь темнеет, мне нечем заняться. У меня здесь нет тусовки, мне некуда здесь ходить, да, там на ивент или что-то еще. Б, вроде нет смысла занимать время просто, чтобы его занять. И здесь у меня абсолютно меняется график в формате, все, в 6 вечера ты свободен. И что делать? В 10 ты спать ложишься. А в Москве я, в 12 только домой прихожу. Но справедливости ради, у тебя нет тусовки, потому что ты приехала, и у тебя нет нетворка, здесь нет тусовки. Здесь нет тусовки. Да, у нас ее тоже нет. Окей, не так обидно. Что, поехали смотреть на закат, где снимали La La Land. Да. На секунду, да? Я не помню, говорила я это или нет в камеру, но здесь снимали Малхолланд Драйв, маленький кусочек. Но поскольку это Малхолланд Драйв, даже маленький кусочек, большая причина для нас оказаться здесь. И здесь тупо разъемные хот-доги. Холодно, я же в Калифорнии. Почему? Почему тут так холодно? Просто ужас. Так, и что же, мы находимся в месте, которое было в Ла-Ла-Ленде. Знаете, почему мы тут находимся? Потому что мы поехали сниматься на скамейку из Ла-Ла-Ленда. Но мы не рассчитали время. Скамейка закрыта! Скамейка закрыта, было поздно. Но у нас план Б есть, потому что мы вот такие люди, с планом Б всегда. И мы снимаемся около фрески, которая тоже была в Ла-Ла-Ленде. Очень круто. Так, мы так не можем ходить. Да, не можем, окей. Стою статично. Прости, да, я такая... Только у нас не должно быть статичных, скучных фэшн-кадров. Шевелиться нельзя. А потом же нас мальчики сфоткают на пленку. Конечно, сфоткают. Сфоткайте нас на пленку. Все? Тут? Да, Или... тут все. Но на самом деле мы можем пройтись чуть по улице, но на случай, если у нас ничего не получится, пожмем друг другу руки и разойдемся для камеры.
А если вы все еще здесь, поставьте нам, пожалуйста, лайк и напишите, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске «Шот of Mayo».